Нурмухаметова Люция Фаритовна работает в Нижневартовском многопрофильном реабилитационном центре для инвалидов уже более 5 лет. По совместительству ведет активную волонтерскую деятельность. Начало пандемии коронавирусной инфекции показало, насколько человечество нуждается в помощи волонтеров. Не осталась равнодушной к этой ситуации Люция Фаритовна. Являясь волонтером, она участвовала в акциях «Добровольческий патруль», проводила информационно-разъяснительные работы с населением города Нижневартовска и гостями региона, оказывала психологическую помощь гражданам, в том числе по телефону. В качестве участника патриотических акций присоединилась к мероприятиям, приуроченным к празднованию Дня Победы. Лично поздравила ветеранов Великой Отечественной войны. Под ее руководством на базе реабилитационного центра функционирует интегрированный семейный клуб для оказания комплексной психолого-педагогической помощи родителям ребенка. В рамках клуба осуществляется межведомственное взаимодействие с Нижневартовским окружным клиническим перинатальным центром, где проводятся выездные занятия, оказывается психологическая помощь и поддержка молодым мамам, а также помощь в преодолении даже самых незначительных страхов и сомнений в вопросах раннего развития малыша. Самая главная оценка результата ее работы – это, конечно же, благодарные отзывы получателей услуг. К сожалению, Люция Фаритовна тоже переболела коронавирусом, но смогла быстро восстановиться и вернуться в строй, и в настоящее время ведет активную работу по комплексной реабилитации взрослого населения. Здравствуйте, дорогие друзья! И снова с вами я, Сергей Зинин, и ваша уже, надеюсь, любимая передача «У камина». Сегодня у нас праздничный внеплановый эфир передачи, а кто может сказать, почему? Сегодня, в этот замечательный день, 8 июня, мы празднуем День работников социальной сферы. Быть психологом, специалистом по социальной работе или социальным работником – это не просто выбор профессии. Это призвание, это зов сердца и души. И сегодня у нас в гостях человек, который, не жалея, отдает всю себя своей любимой профессии. Нурмухаметова Люция Фаритовна, психолог нашего центра и активный волонтер. Здравствуйте, Люция Фаритовна. Здравствуй, Сережа. Добрый день всем участникам прямого эфира. Скажите, пожалуйста, почему вы приняли решение стать волонтером? Стать волонтером, я считаю, можно только по большой любви к этому делу. И знаешь, Сережа, вот бывают моменты, когда что-то внутри щелкнет, и откликается сердце, и начинаешь уже оценивать свои возможности, что именно ты можешь дать этому человеку, какие твои действия в этот момент улучшат состояние нуждающегося. И для меня волонтерство – это еще возможность реализовывать то, что очень близко моему сердцу, и распространять на окружающих, вовлекая, увлекая в свою деятельность. Так и происходит у меня в жизни. Спасибо вам, Люция Фаритовна. Как вы давно занимаетесь волонтерской деятельностью? С самого детства. Еще в семье закладывался главный фундамент добровольческой помощи. Это доброта, милосердие, отзывчивость, великодушие. А затем уже в школьные годы это укреплялось. Тогда были отряды юных тимуровцев. Так и пошло по жизни. А вот самый такой яркий, активный период моей деятельности волонтерской совпадает с моментом выбора моей профессии. Моя специальность в социальной сфере и волонтерство, Сережа, они настолько тесно переплетаются в один узор и отражают главный закон. Это улучшая качество жизни других людей, ты улучшаешь мир вокруг себя. Спасибо вам. Какой случай волонтерской практики вам запомнилось больше всего? Случаев было много. И самое главное, что каждый случай он уникальный.
Это и поздравления наших ветеранов Великой Отечественной войны. Мне посчастливилось лично участвовать в этом. Это и посещение приюта «Раненые сердца». Это и шефство учащихся школы номер 9 города Мегиона над ребятами Центра Добродея. И активное участие наших родителей, детей, поздравления с Днем защиты детей, мальчика-бабочки Арсена. И все-таки самый яркий случай, он приходится на период пандемии. Пожилые, маломобильные люди в этот момент оказались в очень непростой ситуации, когда резко изменился их уклад жизни. Изолированность в пространстве, жесткие резкие ограничения. Это все способствовало усилению чувства тревожности у этих людей, чувства одиночества, покинутости. Если адаптационная реакция или процесс приспособления у молодежи он прошел более успешно, потому что общение легко перенесли в интернет-ресурсы. Кто-то стал блогером, кто-то получил новую профессию. А вот в период пандемии, пандемия просто оголила уязвимость населения 65+. Я помню тот звонок, когда мне позвонила женщина. Она была в панике, боялась выходить на улицу. У нее был сильный страх перед тем, что же будет дальше, потому что никто не мог знать, когда это все закончится. И я помню ее голос, полный страха, отчаяния, даже боли. И это меня тронуло до глубины души. И передо мной стояла задача оказать психологическую помощь, помочь найти новые силы, адаптироваться именно к этому времени. И мы составили новый распорядок дня. Утро у нее начиналось с легкой зарядки. Потом час красоты. Это разные масочки на лицо. Дальше час вкусного обеда. Каждый день полезное и новое блюдо. Здесь можно было еще подключить и родственников, знакомых, обменяться рецептами. Обязательно мы сюда также и включили, что ограничили просмотр новостей минимум 15-20 минут и только один раз в день. А включили такие программы «Три аккорда». На канале «Культура» «Жизнь замечательных людей», ее любимая передача «Поле чудес». Также возобновили ее увлечение, хобби. То, что ее интересовало раньше. Это оказалось вышивание крестиком. Нужно было обязательно насытить эмоционально, ярко день. Для этого мы выбрали просмотр семейного альбома, где заново проживались самые знаменательные моменты ее жизни. Допустим, день свадьбы. Нужно было снова вспомнить, какие эмоции ее переполняли, что ее радовало, а может быть что-то удивило. Рождение ребенка, первые шаги, рождение внуков и так далее. Тогда еще изменился формат социальных коммуникаций. Очень многое свелось к тому, что люди общались только по телефону. Мы тоже это включили. Час музыки. Когда она с подругой по телефону могли вспомнить и петь самые любимые песни. Сюда также мы включили развитие навыков, освоение современных технологий для общения в интернете. Назвали час занятий, подключили опять детей и внуков, которые ей помогали освоить эту платформу. И когда Сережа через некоторое время позвонила женщина, и ее голос, он такой мягкий, уверенный в то же время, жизнерадостный.
был. И я поняла, что это самая высокая награда. Хорошо. Страшно ли Сережа, а у тебя есть свое хобби? Чем ты увлекаешься в свободное время? Ну, я увлекаюсь, на улице гуляю, там у меня дома есть это алмазная мозаика, то есть алмазная вышивка. Здорово. Я ее даже делаю там дома, но ее долго очень делать будет. Какое терпение нужно. Да. Вот. Иногда за компьютером сижу, я собираю эту алмазную мозаику, музыку слушаю постоянно. Здорово. Может, это самое любимое хобби, так сказать. Спасибо. Страшно ли быть волонтером в период пандемии? Страшно, Сережа, конечно, страшно. Страшно было за родных, за близких. Страшно было за молодых волонтеров. У многих семьи, маленькие дети. И страшно было идти днем по улице, когда тихо-тихо, улицы пустынные, почти не слышно шум машин, а также совсем не слышно детского смеха и детских голосов на дворовых площадках. Мы все, я думаю, прошли большое испытание, и я уверена, что мы прошли достойно. Сегодня ситуация изменилась, есть более надежная защита – это вакцинация. Как вы работаете с молодыми мамами в перинатальном центре? В перинатальном центре мы оказываем психологическую помощь. Также проходят выездные занятия в рамках тренингов, консультаций, бесед, мастер-классов. Каждая женщина при рождении малыша в разной степени испытывает страхи и сомнения в раннем развитии. И так зародилась акция «Поддержи мамочку», где активное участие приняли родители наши, дети, сотрудники. Каждый малыш на день округа получил свой оберег. На Новый год открытки ручной работы и очень трогательные, душевные письма от наших мамочек, которые делились своим уже опытом, которые этот период прошли успешно, и сегодня они наслаждаются счастьем материнства. И именно это вдохновляет и воодушевляет мамочек из перинатального центра. И так приятно видеть, когда мы приходим туда, что нас ждут, и ждут всегда. И эта помощь востребована и необходима. Психолог – это ваше призвание? Сережа, да, я точно могу сказать сегодня, что психолог – это мое призвание. Я выбрала путь. Он живой, творческий, интересный, иногда сложный и трудный, и всегда любимый. И именно это мне помогло и стало самой сильной мотивацией в период моей реабилитации вновь вернуться на свою работу и именно в наш центр. Конечно, огромная помощь была в этот период от нашего центра, жизненно ценная помощь. Также от родителей, детей, и не просто слова поддержки, еще они сняли совместный ролик. И в этот период уже волонтеры ко мне пришли на помощь во главе с Оксаной Сергеенко, уже помогали мне. Конечно, очень трепетно и заботливо относились ко мне члены моей семьи, родные, близкие. Я очень благодарна всем. Я солнце сбрасываю в полок. Я утро начинаю здесь. Моя профессия – психолог. Это призвание или нет? Я здесь касаюсь откровения. Я здесь шагаю не спеша. Мое призвание
откровение. Моя профессия – душа. В нем все – серьезность и ирония, триумф вершин, игра теней. Моя профессия – гармония, мое призвание – верность ей. Браво, Алексей Фаритовна, очень даже хорошая история. Стихотворение даже очень хорошее. Спасибо. Спасибо, Сережа, мне очень приятно. В чем важность вашей работы? Важность моей работы, именно как психолога, я считаю, что психолог является инструментом, с помощью которого клиент исследует себя, познает свой внутренний потенциал, реализовывает его. И, конечно, если есть сложности в социальной адаптации, то успешно вливается в общество. Что вы хотели пожелать сотрудникам социальной сферы? В этот прекрасный праздничный день всем сотрудникам социальной сферы хочу пожелать, чтобы труд каждого из вас был награжден таким же добром, который вы дарите всем в нем нуждающимся. Я вам желаю гармонии, терпения, безграничного счастья, здоровья, неиссякаемой любви. Спасибо вам большое, Алексея Фаритовна, что нашли время для нас. Примите в знак дружбы с вами один маленький подарок. Ты заинтриговал меня. О, спасибо. Это наша фотография. Спасибо. Очень мило. Теперь это будет со мной. С вами был праздничный эфир передачи «У камина». И я, Сергей Зенин. До новых встреч. Пока-пока. Всего вам доброго.